Привет, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на очередной сеанс расчесывания с моей подругой Таней. В сегодняшнем видео я буду заниматься ее волосами, расчешу их, заплету косички, так что устраивайтесь поудобнее и получайте море удовольствия и наслаждения от просмотра этого сеанса АСМР. И также хочу заранее предупредить всех тех, кто собирается оставить какой-то негативный комментарий по поводу Тани или ее внешности, он будет сразу удален, поэтому можете даже не тратить свое время на это. Ну что ж, начинаю я с того, что просто легонечко провожу руками по волосам. Сейчас собрала пучок верхней части волос вместе. Подбираю волосы со лба, назад. И так легонечко массажирую подушками пальцев. Для того, чтобы создать такую приятную атмосферу комфорта, уюта. Немножечко придавливаю ладони, провожу по плечам и немножечко массажирую область плеч для того, чтобы еще больше расслабить. Такие легкие движения руками, сжимая мышцы плеч. Во время этого сеанса я хочу, чтобы вы не только расслабились, но и получили приятные ощущения от триггеров АСМР для каждого. Я надеюсь, найдется свой, который спровоцирует АСМР и соответствующий эффект на теле и на коже. Это абсолютно нормально, что некоторые испытывают довольно сильные ощущения, некоторые испытывают едва заметное покалывание. Но мы все можем в какой-то мере ощутить это приятное расслабление.
Итак, сейчас я использую расческу гребешок с широкими зубчиками, как раз хорошо для Таниных густых волос. Очень замечательно расчесывать волосы. Скользят между зубчиками. Становятся более гладкими, шелковистыми. Расчесываю от корней до самых кончиков, чтобы волосы стали ровными. Чтобы не было узелков. Конечно же, во время такого расчесывания может наступить состояние транса или полного забвения. Очень приятное ощущение, когда вы просто отдаетесь этому миру грез и полностью доверяете себя этому состоянию транса. Это очень необычное состояние, потому что не так часто мы можем позволить себе ни о чем не думать и не переживать. Поэтому такие сеансы АСМР очень благотворно влияют на психологическое состояние, потому что они освобождают разум от негативных мыслей хотя бы на небольшой промежуток времени. Так что очень полезно иногда впадать в такое состояние положительного, расслабляющего транса. Ну а сейчас я использую 2 гребешка вместе. Это тоже очень интересное ощущение, потому что это необычно. Многие из нас пользуются расческами, и всегда это только одна поверхность, которая массажирует нашу голову. А вот когда сразу 2, тогда могут и возникнуть даже мурашки, потому что это довольно неожиданно и необычно. Такие гребешки очень хорошие для густых волос, опять же потому, что у них широкие расстояния между зубчиками, а также эти зубчики довольно длинные, которые позволяют проникать в толщу волос.
Ну а пока я расчесываю волосы Тани, я хотела вам напомнить, что я открыла новый канал для своих историй на русском языке, поэтому всех приглашаю подписаться на этот канал и послушать те истории, которые уже там выложены. Я надеюсь, вам понравится. Это аудиоистории, можно использовать их как перед сном, так и просто для развлечения, потому что они очень интересные. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, слушайте и делитесь с другими, с вашими друзьями, коллегами, если вам понравились. Я знаю, что многие из вас любят слушать мой голос, поэтому истории — это еще один способ поддерживать нашу связь. И теперь, я надеюсь, буду это делать чаще. Мне очень понравилось писать на русском языке. У меня были хорошие отзывы даже на этом канале, поэтому очень хочется продолжать дальше. Так, ссылочка на канал находится внизу в комментариях. Называется он Emotive Escape. И те, кто хочет наслаждаться моим голосом и дальше, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ну, конечно же, те, кто любит расчесывание и такие ASMR видео, не забудьте нажать на колокольчик, когда подписываетесь на мой канал, потому что тогда вы будете узнавать о всех моих видео, как только они выходят. Ну что же, сейчас я разделяю волосы Тани на две части с помощью такой очень мурашечной расчески. Мне она нравится тем, что ее верхняя часть из пластика сделана, а ручка из металла. И этой ручкой очень удобно такие делать проборы, что я сейчас и сделала. Вот таким образом разделила волосы на две равные половинки. И пробор получается довольно четким. Из этих двух половинок я буду заплетать косички. Это, конечно же, еще одно такое довольно терапевтическое действие. Особенно усыпляюще влияет. Косички я заплетаю в этот раз обратные. Они называются иногда голландские косы, косичка дракончик. Это та косичка, которая идет по верху, то есть она не прячется внутрь волос, а остается наверху. Достигается это с помощью обратного перекрещивания прядок волос. Когда мы плетем обычную косичку, мы прядки перекрещиваем наверху, а косички вот такой вот, это идет в обратную сторону, то есть перекрест делается под низом. Поэтому три прядки, которые составляют эту косичку, они
остаются наверху. Таким образом получается такая выразительная косичка. То есть каждый раз, когда вы перекрещиваете прядки, они перекрещиваются под прядкой, которая остается на середине. Можете посмотреть внимательно, как я это делаю сейчас. Так вот вниз и на следующий опять вниз. И вниз опять, и вниз, перекрещивая. И если вы посмотрите на эту косичку, то она получается как будто бы заплетена в обратную сторону. Вот так вот она интересно выглядит. Немножечко потяну прядочки, чтобы она еще полнее казалась. Да, они, конечно, и так волосы очень густые, и косичка такая толстенькая получается, но можно еще немножечко повытягивать для того, чтобы еще полнее была. Вот таких вот. Такая вот хорошая толстенькая получается. Ну и сейчас перейду к правой стороне. Будем продолжать косичку заплетать. Чтобы получилось две. Сейчас нужно сначала немножечко так вот отделить. И красиво расчесать. Принцип тот же, что и в косичке колосок. Когда прядочки перекрещиваются, вы добавляете волосы в косичку с обоих сторон. И справа, и слева. Таким образом косичка становится, и таким образом косичка как бы прикрепляется к голове. То есть она не в свободном полете, а находится в определенном месте, никуда не денется. Конечно же, чем больше вы тренируетесь, тем красивее будет получаться косичка, и тем быстрее вы сможете ее заплетать. Мне очень нравится экспериментировать с различными видами кос. И я помню, когда у нас был локдаун в Новой Зеландии первый раз в 2020 году, я очень много занималась именно вот такими различными видами плетений. Я нашла очень хороший канал парикмахера, такого стилиста очень популярного, и пересматривала все его видео с различными плетениями. И на моем канале английском я выкладывала видео практически каждый день с различными видами косичек, используя
манекен. Так вот немножечко тоже повытягиваю прядочки, чтобы было красиво. Вот. И, конечно, если вы любите различные косички и прически, то я выложила недавно видео, посвященное прическам из сериала «Игры престолов» на русском канале. Сейчас только одно видео пока с прической Дайнерис Таргариен. Но на английском канале уже как минимум 3. Так что, возможно, я и на русский канал озвучу их. Тоже очень интересно. Можно не только плести, но и использовать косички и плетения в интересных прическах. Мне очень нравится. Потом, когда уже прическа готова, просто проводить руками по косичкам, потому что текстура такая приятная. И кончики тоже нужно хорошо расчесать. Мне нравится, как они подкручиваются так красиво внизу. Волнистые волосы Тани. А сейчас я заколю волосы в такие гульки по бокам, что в принципе тоже очень красиво смотрится. Такие шпильчики использую, невидимочки. И, конечно же, в данном случае это мне освобождает область спины для того, чтобы немножечко заняться плечами и спиной. Вот так вот красивенькие такие получились гулечки. Позволяю мне добраться до спины и легкими движениями начать массаж. Интересный такой массажер с 2 роликами на концах. И в чем его особенность? Это в том, что эти ролики находятся под углом. И поэтому тот участок кожи, который попадает между этими роликами, он легонечко приподнимается. И таким образом получается очень приятное массажное действие и расслабляющий эффект. Что мне этот массажер очень нравится, он очень необычный.
И его можно применять и для массажа лица, для массажа всего тела. Так провожу по верхней части спины, плечам и рукам, расслабляя все мышцы. Стресс просто улетучивается. Наступает прекрасное, блаженное состояние спокойствия и уверенности в том, что все будет хорошо. Все наладится. Все станет на свои места. И следующий массажер, более деликатный, с более тоненькими роликами, совсем другое ощущение создает на коже. Очень приятно. 4 колесика скользят вверх и вниз. Приятно расслабление. Приятное состояние ума и тела. Что ж, мои дорогие, спасибо вам большое за внимание, за доверие. Очень рада, что вы сегодня выбрали мой канал и были вместе со мной и с Таней все это время, наслаждаясь расслабляющими вибрациями этого ASMR-видео. Надеюсь, теперь вы сможете отлично заснуть. И пусть у вас все будет хорошо. И даже отлично. Так
следующем видео.